Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео я расскажу вам о лицензировании и покупке программ QCA. Подробно об этом написано в документации. Сейчас я покажу вам этот раздел. Листаем вниз. Вот этот вот раздел условия использования и лицензирования программы. А сейчас я расскажу вам об основных моментах. Программы QCA лицензируются таким образом, чтобы сделать их максимально доступными для всех пользователей с разными паттернами использования. Кто-то может использовать эти программы больше, кто-то меньше. Кто-то пользуется одной программой, кто-то другой, кто-то сразу всеми. Это означает, что стоимость использования программ разными пользователями с разными паттернами должна также различаться. Это означает, что те, кто использует программы QCA меньше, должны платить меньше. И наоборот. Поэтому стоимость использования программ QCA привязана к стоимости различных действий, активных действий, которые приведены сверху. Каждое действие требует некоторого количества вычислительных единиц, которые списываются с лицензии. В данном случае мы видим, что у нас лицензия, на которой есть 1000 вычислительных единиц. Если мы выполним некоторые действия, например, проверить цифровую подпись отчета, то мы увидим, что программа запрашивает разрешение на списание 3,6 вычислительных единиц. Мы даем свое согласие, получаем сообщение о том, что цифровая подпись верна, действительно, и видим, что количество вычислительных единиц уменьшилось на 3,6. Каким образом определяется стоимость действий? Мы здесь видим, что у нас есть надпись «Дох 42», «Отчет 42». Это показывает сложность нашего отчета. Она определяется на основе количества измерений, которые в нем присутствуют во всех разделах, и также настройками режимов вычисления. Какие-то режимы вычисления более простые, какие-то более сложные. Для более сложных применяются повышающие коэффициенты. Таким образом, для каждого отчета у нас есть его сложность. Если мы добавим измерения, то мы видим, что у нас требуется перевычисление, и сложность отчета увеличилась на 1 единицу. Как раз на одно измерение, которое мы добавили. Если мы добавим здесь, то мы видим, что сложность стала 44. Это потому, что у нас установлен режим по отдельности. То есть это у нас два разных измерения. В то же время, если мы здесь поставим совмещенное, то есть реально будет участвовать в расчете усредненное значение, то мы увидим, что сложность отчета уменьшилась в 2 раза, так как каждая пара теперь соответствует одному вычислению, которое идет, которое используется уже для основных расчетов. Если же мы поставим режим статистика, статистический метод, то мы видим, что сложность увеличилась, потому что статистический метод более сложен, и для него применяется повышающий коэффициент. Также мы видим, что расчет отчета в текущей ситуации требует такого же количества вычислительных единиц, как и здесь. Но это значение может оказаться меньше в некоторых случаях. Например, если мы откроем отчет по дороге с условным номером 999,
котором много измерений, и внесем изменения, допустим, в одной из строк, например, поставим 2300, то мы увидим, что сложность вычисления данного отчета не 420, как сложность всего отчета, а всего лишь 20 единиц. То есть столько, сколько измерений в измененной строке. Это также сделано для того, чтобы сделать программы более доступными в случае, если меняется лишь небольшой кусок данных с измерениями. Также в некоторых случаях вычисление в дополнительных режимах также может вести к тому, что сложность конкретного расчета окажется меньше сложности всего отчета. Таким образом, мы определили стоимость действия по расчету отчета. Вот у нас еще один пример такой ситуации. Отчет по дороге с условным номером 999. Здесь отчет был рассчитан в режиме статистическом. И если мы его поменяем на усредненный обычный, то мы видим, что сложность всего отчета 360 единиц, в то время как для этого конкретного расчета требуется только 240. Рассчитаем. Да, и наш баланс на лицензии уменьшился на 240 единиц. Остальные действия используются в качестве своей основы сложность всего отчета. Это может быть 5 или 10% от сложности отчета, а также дополнительно некоторые фиксированные составляющие. Например, 5% и 1,5 вычислительных единицы, или 10% от полной сложности отчета плюс 3 вычислительных единицы. Например, если мы сейчас выполним действие по проверке цифровой подписи отчета, который имеет сложность 42 вычислительных единицы, то мы видим, что стоимость этого действия составляет 3,6. Она получилась как 5% от 42, что составляет 2,1, и 1,5. Получаем 3,6. Параметры сложности дополнительных действий, вспомогательных действий, привязаны к лицензии. Поэтому пока эта лицензия действительно, эти параметры не меняются. Это важно прежде всего для того, чтобы гарантировать, что эти параметры останутся неизменными для уже купленных пакетов вычислительных единиц. Если же мы посчитаем нужным изменить эти параметры, то эти изменения коснутся только будущих покупок пакетов вычислительных единиц, и в данном случае они будут привязываться к новым лицензиям. То есть вам будет выдан новый лицензионный ключ, который вы должны будете зарегистрировать в программе, а старый можно будет исключить из списка ваших лицензий, когда на нем не останется больше вычислительных единиц. Новые вычислительные единицы на них добавляться не будут. Теперь давайте перейдем в раздел «Детальная информация о лицензиях», и там еще раз подробнее об этом все поговорим. То есть у нас есть список лицензий. Давайте добавим еще одну лицензию. Для этого нажмем
вот эту кнопку. Вот у нас есть одна лицензия зарегистрирована. Предположим, что мы купили еще одну лицензию. Вот ее номер. Я обращаю ваше внимание, что эти лицензионные ключи действительно только на моей машине. То есть их не имеет смысла пытаться вводить на своей машине, на своем компьютере. Регистрируем. Все в порядке. Ну вот мы видим, что у нас добавилась вторая лицензия. Здесь мы видим список всех лицензий доступных. В этом релизе их максимальное количество 4. И приведены они в этом списке в порядке приоритетности их использования. Для чего это нужно, я объясню позже. В данном случае это вот список, так как здесь латинские буквы, он слева направо идет. Мы видим, что общее количество вычислительных единиц на всех лицензиях зарегистрированных вот такое, что последняя использованная лицензия первая. Первая в том порядке, как мы их регистрировали. Это информация по этой лицензии. А дальше в порядке регистрации лицензий идут информация по каждой из них. То есть опять по первой и по второй. Мы видим, что здесь у нас указан тип М1. Это означает, что это периодическая лицензия с периодом 1 месяц. А здесь стоит буковка U, что означает Unlimited, неограниченная. То есть это лицензия без ограничения по времени. Вот здесь мы видим, что стоит, что текущий период заканчивается 1 сентября, а здесь мы видим, что нет ограничения. Для чего это нужно? Как я уже говорил выше, мы стремимся к тому, чтобы программы QCA были максимально доступны нашим пользователям. В дополнение к тому, что я уже говорил про сложность активных действий, мы также еще применяем несколько возможностей для оптимизации затрат. Первый – это как раз возможность использования периодических лицензий, потому что стоимость каждой вычислительной единицы на ней при прочих равных условиях дешевле, чем на неограниченной лицензии. Здесь важно отметить, что эта ограниченность влияет следующим образом. У нас период 1 месяц, вот он заканчивается, текущий период 1 сентября, это значит, что если вы используете все единицы на этой лицензии, то вы не сможете этой лицензией воспользоваться до того, как начнется следующий период. При условии, что следующие периоды также оплачены, что показывается в этом поле. Вот здесь показано, что еще 5 следующих месяцев также оплачены. То есть в каждом из них тоже будет по 1000 единиц. А если какое-то количество единиц осталось, то они сгорят. И на начало следующего периода у вас будет 1000 единиц, а не больше. То есть с прошлого месяца ничего не перейдет на новый месяц. Здесь такого нет. Здесь эта 1000 единиц может быть использована в любой момент времени, без ограничения. Хоть в этом месяце, хоть в следующем, хоть через полгода, хоть через год. Это не важно. Но здесь они выходят дешевле. Также период может быть 1 месяц, может быть больше, 2 месяца, 3, полгода. И между ними также будет разница по стоимости. Если говорить именно о фиксированном количестве единиц в каждом периоде, например, о 1000, то чем меньше период, тем будет дешевле каждая вычислительная единица. Также, чем больше, допустим, в месяц, да, в месяце 1000 или 2000, вот там, где 2000, будет дешевле каждая единица
по сравнению с 1000. И еще одна возможность. Чем больше периодов оплачивается наперед, тем также каждая единица становится дешевле. То есть тот, у кого нет постоянных потребностей прогнозируемых, он может пользоваться неограниченной во времени. Тот, у кого есть прогнозируемые потребности на некоторый период вперед, на несколько месяцев вперед, он может пользоваться периодическими лицензиями. Также он может пользоваться комбинацией периодических лицензий и неограниченной во времени. То есть он может завести себе несколько периодических, а также заранее или когда потребуется неограниченной во времени. То есть, допустим, у него возникла ситуация, что на периодических лицензиях закончились все вычислительные единицы, но у него есть потребность в дополнительных. Тогда он может купить себе пакет с неограниченным сроком действия. Для него будет создана, соответственно, нами лицензия неограниченная. Мы пришлем ему номер этой лицензии, он ее зарегистрирует и сможет ее использовать. А может купить пакет, завести такую лицензию заранее. То есть мы сами решаем, в какой момент нам необходимо создание новой лицензии. Это происходит в тот момент, когда меняются параметры, привязанные к лицензии. Вы заказываете пакет вычислительных единиц с определенными параметрами. Если лицензия под такие параметры уже существует, то эти вычислительные единицы привязываются к ней. Если же такой лицензии еще нет, то мы создаем новую, сообщаем ее вам лицензионный ключ, вы регистрируете ее в списке лицензий и можете использовать. Выше я говорил о том, что лицензии приоритизированы. Так вот, как раз периодические лицензии более приоритетны по сравнению с неограниченными лицензиями. Ну, понятно почему, да? Потому что здесь единицы могут сгореть, и их нужно использовать в первую очередь. А здесь не важно, когда они будут использованы. Ну и также между периодическими лицензиями тоже есть своя приоритизация, направленная на то, чтобы в первую очередь использовать периодические лицензии с меньшей длительностью периода, так как на ней вычислительные единицы могут сгореть раньше. Кнопка «Актуализировать информацию о лицензиях» может пригодиться вам в том случае, если вы купили пакет вычислительных единиц на какую-либо из лицензий своих, но никаких действий еще не применяли на этой лицензии. Либо, может быть, другая вполне распространенная ситуация, когда вы пользуетесь попеременно то одной программой QCA, то другой. И они, соответственно, могут использовать одну и ту же лицензию, и в той программе, которая использовалась последняя, будет актуальная информация, а в другой программе, которая была запущена, но не использовалась, она может быть неактуальной. Тогда вот, нажимая эту кнопку, вы актуализируете эту информацию. Это равноценно такой же эффект дает, как и запуск программы, потому что при запуске программы также происходит актуализация информации о лицензиях. Частично актуализация информации о лицензиях выполняется при выполнении каждого активного действия. Но, вообще говоря, не для всех, а только по ходу списка лицензий в порядке приоритетности их использования от начала до той лицензии, которая была задействована. Для последующих актуализация не будет произведена. Если вы хотите увидеть актуализацию по лицензиям в такой ситуации, то имеет смысл также нажать эту кнопку. Вот пример ситуации, когда
имеет смысл воспользоваться кнопкой обновления данных о лицензии. То есть, когда мы не хотим никакие действия выполнять, вот у нас есть 100 единиц на периодической лицензии и почти 0 на неограниченной. И я докупил на вот эту лицензию пакет. Сейчас должно на нем стать 1000 единиц. Точнее, на нем уже 1000 единиц, но здесь это еще просто не отражено. Соответственно, нажимаем кнопку «Актуализировать данные о лицензии». И мы видим, что 1100 все вместе на двух лицензиях, 100 на периодической и 1000, как и должно быть, на неограниченной. Давайте сейчас посмотрим, как происходит переключение между лицензиями. Вот у меня две лицензии. Первая более приоритетная периодическая, вторая неограниченная. На них в сумме 1100 единиц. При этом на периодической первой 100 единиц и на неограниченной 1000. Сейчас мы выполним действие, которое требует расчет отчета, который требует 420 вычислительных единиц. Их нету на первой лицензии периодической, поэтому мы видим, что подсвечено красным необходимое количество вычислительных единиц. Но у нас есть еще вторая лицензия, неограниченная, и она будет задействована. При этом на ней должно быть 420 или более единиц. У нас там 1000. Запускаем расчет, подтверждаем списание вычислительных единиц. И программа в этом случае спрашивает нашего разрешения на задействование второй лицензии, потому что текущая лицензия была периодическая, а спрашивает она разрешение задействовать неограниченную во времени лицензию. Именно вот такой момент программа спрашивает подтверждение. Подтверждаем, и она спишет эти 420 единиц, причем 100 она спишет с периодической, чтобы эти 100 там не подвисли и, не дай бог, в конце месяца не сгорели. А оставшиеся 320 она списала уже со второй лицензии неограниченной. И на ней осталось 1000 минус 320, 680. Все правильно. Теперь давайте сохраним. И мы увидим, что вот эти 22 единицы с половиной, требуемые для сохранения, они уже списываются без дополнительного разрешения запроса на подтверждение. Потому что мы уже фактически это разрешение на использование неограниченной лицензии дали. И программа не докучает нам лишними вопросами, что, в общем-то, правильно. Вот таким образом это работает. Все эти действия, которые приведены на этой странице, имеют нулевую стоимость. Всегда. Таким образом, лицензирование программ QCA устроено максимально гибко для того, чтобы дать пользователям возможность на основе прогнозов использования программ выбрать оптимальный набор лицензий с оптимальными параметрами, покупать пакеты вычислительных единиц оптом по более низкой цене и при этом иметь возможность комбинировать периодические лицензии с неограниченными во времени. Есть еще две важные темы, которые я рассмотрю в отдельных видео, которые последуют в этом плейлисте. Это касается скидок на вспомогательные действия. Как мы видим вот сейчас здесь, 100% скидка на вспомогательные действия может быть подключена. И перевод вычислительных единиц между вашими лицензиями на вашей машине. Вот. Я их вынес в отдельное видео, просто чтобы не затягивать это видео, потому что эти темы заслуживают подробного рассмотрения.
На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.